Меня зовут Зоя, и я хочу рассказать вам свою историю. Мы были хорошей семьей, дружной и любящей. Мои родители души не чаяли друг в друге. Как только они встретились, у них сразу же все завертелось. Свадьба, новый город, новый дом, работа и даже не одна. Иногда было тяжело, и мы вместе переживали это. Плохие времена сменялись хорошими. Папа много работал, а мама все время проводила со мной. В то время мне было около 4 лет. Я видела отца лишь по ночам. Он приходил уставшим и просто падал на кровать. Спал пару часов, а потом уходил на вторую работу. Так продолжалось еще 2 года. И вдруг папу повысили. Я радовалась тому, что теперь мы можем больше времени проводить вместе. Но все было не так, как я предполагала. Папа снова задерживался на работе. Говорил, что у него много отчетов и что его сделали замом отдела по продажам. Мама лишь грустно кивала в ответ. Так продолжалось еще полгода, но в один вечер все изменилось. Папа опять пришел поздно с работы, но в этот раз на его шее были следы красной помады. Мама сразу же заметила это. Когда отец оставил свой телефон в коридоре и ушел в ванную, ему пришло сообщение. Мама бросилась к телефону и прочитала СМС от какой-то Кати. «Как обычно, завтра у меня?» Мама устроила скандал. Оказалось, отец уже 1,5 года изменяет маме с секретаршей. После чего, как вы, наверное, уже догадались, мои родители разошлись. Мама выбрасывала вещи отца через окно и получила полную опеку надо мной. Позволяла нам видеться лишь в ее присутствии. Папа требовал, чтобы ему позволили видеться со мной, но мою маму было не переубедить. Наше общение свелось к минимуму. Иногда мы виделись на улице. По праздникам он передавал мне подарки через маму, и я видела его лишь через окно. Мама больше не провожала меня в школу. Хотя наверняка она думала, что где-то за углом меня поджидает отец. Я шла домой и увидела возле нашего подъезда черную машину. Внезапно из машины появился мужчина в маске, который подбежал ко мне и взял меня на руки. Я стала кричать. Он донес меня до машины, посадил на заднее сиденье и пристегнул. Я пыталась вырваться, но не получалось. Мужчина сказал, что мне не стоит переживать и что все будет хорошо. Я узнала знакомый голос и немного успокоилась. Я чувствовала, что давно его знаю. Он припарковал машину и открыл мне дверь, снял маску, и я узнала в нем папу. Папа извинился за то, что напугал меня, и сказал, что он подготовил мне подарок. Он провел меня в свою квартиру. Когда я туда вошла, я увидела много шариков, торт и его новую жену, ту самую секретаршу. Папа придумал все это, чтобы поздравить меня с праздником, а маска нужна для того, чтобы мама не сразу его узнала. Мы мило поговорили, ели торт. Папа подарил мне много подарков. Мне было непонятно, что отец нашел в этой девушке и почему он променял ее на маму. Но все время с ней он улыбался и, казалось, был счастлив. Через 2 часа в дверь позвонили. Это была мама. Она рвала и метала. Она не могла поверить, что папа мог так сделать. Крики, ссоры, скандал. Я попросила родителей не кричать и сказала, что люблю их обоих. Да, папа совершил ошибку. И с этим ничего не поделаешь. Я попросила родителей сесть за стол, чтобы вместе отпраздновать мой день рождения. Родители повиновались. Спустя столько времени мы были вместе. Говорили, смеялись. Даже мама немного расслабилась. После моего дня рождения я общаюсь и с мамой, и с папой. Мама больше не запрещала мне видеться с отцом. А у тебя было такое? Что ты чувствовал при этом? Расскажи свою историю в комментариях.